Цель моего сеанса. Я чистая, светлая душа. Мой дом – планета Земля. И я хочу навести порядок в моей личной жизни, в моем доме, в моей семье. Прошу прощения у Первотворца, посылая мою любовь всей Вселенной. Хочу восстановить мою связь с первоисточником. И хочу, чтобы Первотворец восстановил справедливость и восстановил истину во всем происходящем. Благодарю мироздание за все жизненные испытания. Оставляю опыт, убираю весь антимир с моей жизни. Между мной и источником нет никаких посредников. Возвращаю мне весь контроль над моей жизнью. Моя жизнь в моих руках. Хочу вернуть мои права, которые даны мне с моего рождения. Хочу избавиться от негативных программ прошлого. Восстанавливая мою целостность и мудрость моего истинного «Я». Возвращаю мне мое творчество, мое знание, мое призвание, мою память. Убираю туман с моей головы, убираю гипноз. Отказываюсь от меня и участвовать в магических ритуалах. Отказываюсь от меня и смотреть дуйку. Отказываюсь смотреть ведьмину избу и участвовать в вызывании бога Ариса и Марса и разных ритуалов. Отказываюсь. Отказываюсь смотреть цельнозор. Отказываюсь ходить по бабкам и гадать на кофейной гуще. Отменяю всякую магию в моем пространстве. Запрещаю контроль над моим умом и слежку за моими мыслями. Хочу закрыть все порталы утечки моей жизненной энергии и силы. Забираю и возвращаю мне мою энергию из навязанных страхов, переживаний со всех моих воплощений. Хочу убрать все блоки, разблокировать все мои препятствия, способности и возможности к созиданию. Отменяю программу жертвы, а также хочу расторгнуть все контракты, подконтракты, договора, убрать импланты и развязать все кармические и родовые узлы, убрать зацепки и исполнить мою миссию, если она есть. Хочу жить в новом прекрасном мире на планете Земля, как высокоразвитой цивилизации гармоничного общества, без поклонения кому-либо, без войн, насилия, хаоса и разрушений, без агрессивных религий, без жертвоприношений и без контроля над человечеством. А также хочу вернуться в мой истинный дом, откуда я пришла сюда. И еще хочу заявить мои права на мое родовое наследие. Мои аспекты. Хочу расторгнуть контракт с Элем. Отца моего сына Рената зовут Эльман, но я его называла Эль. Мы прожили вместе больше 10 лет. Когда я была беременна моим сыном, я узнала, что у Эльмана параллельно есть другая семья. Мне не хотелось провалиться сквозь землю. Наоборот, у меня появилась какая-то радость, что я вместе с моим ребенком, который внутри меня, выстоим, и что я не одна в этом мире. Я уже изначально полюбила этого ребенка внутри меня. Уничтожаю всю боль, обман, ложь, предательство, измену и лицемерие, все зло и страдания. Запрещаю врагам вредить мне и моему сыну. Отменяю программу жертвы, убираю все кармические зацепки и узлы. Отменяю мое знакомство с Элем. И отменяю, уничтожаю все программы антимира, которые спровоцировали знакомство с ним. Хочу найти, расторгнуть тот первичный контракт, а также отменяю все последующие негативные события, которые связаны с Элем, со всех моих воплощений. 3 раза переписывала аспекты. Отменяю саботаж. В предыдущих аспектах затронула события на Ближнем Востоке. Палестина, Израиль, Иисус, Яхве, Элохим, строительство 3-го храма Соломона. Почему мне это пришло? Как я с этим связана? И почему это ко мне притянулось? Хочу быть замужем, то есть замужем, и чувствовать себя как за каменной стеной, без лжи, без обмана и без измен. Смотрела программу «Битва экстрасенсов», и у нас здесь есть программа Катрограда об убийствах и пропавших без вести. Отменяю просмотр этих программ, запрещаю скачивать с меня энергию, отменяю битву в моем пространстве. Я за мир, возвращаю мне мой потенциал и мою жизненную энергию, очищаю мое пространство от энергии антимира. Читала 40 раз псалтырь, псалмы Давиду на удачу, но не там искала удачу. Чувствую себя обманутой. Я не знаю, кто их писал. Отменяю этот прочтение как ритуал этих псалмов.
Отказываюсь быть втянутая в заблуждение. Отменяю программы НЛП программирования. Читала молитвы и молитвословия. И почему я в молитвах раб Божий? Если Бог наш Отец, значит мы дети Божьи, а не рабы. Отказываясь, отменяю быть рабом. Я вольная свободная душа. Много лет с Сандром ходили на службу в церковь перед Пасхой и Рождеством. Сначала служба начиналась утром, а потом постепенно ее перенесли на поздний вечер, и заканчивалась она поздно за полночь. И мне начали приходить вопросы. Поздно ночью происходит шабаш нечисти, и Рождество кого мы празднуем? Нам подменили все понятия, а также нам подменили понятие Бога. Отказываясь, отменяю все мои церковные служебные похождения. Церковь обхожу стороной. Запрещаю вводить меня в заблуждение. Мой Бог есть свет, мой Бог есть любовь, мой Бог есть жизнь. Не там искала Бога, мой Бог внутри меня. Я доверяю себе, своей божественной душе. Зачитывалась книгой Анастасии Новых «Сенсей» «Исконной Шамбалы». Подчеркивал многие выражения, как прийти Богу, в чем существование души. Если есть какое-то негативное воздействие на меня, отменяю ее прочтение. Отменяю чтение мантр, так как их было в этой книге. И хочу освободить меня от освободиться от религиозного эгрегора. Хочу быть свободной. Есть такая информация, что при рождении ребенка в роддоме его приносят матери на 3-й день. Почему? Почему не отдают сразу? Я рожала сына рано утром, но принесли мне его на следующий день. Что с ним делать? Отменяю эксперименты и все вакцины моего сына. А меня, когда мама родила, я не знаю, когда ей принесли меня. Если были также эксперименты надо мной сразу после моего рождения, я отменяю их. Запрещаю наносить вред мне и моему сыну, как физический, моральный и духовный. Мой сын обижается на критику. Если что-то говорю поучительное, он все знает. Забросил учебу, хотя начинал все с энтузиазмом. Хочу помочь моему сыну Ринату избавиться от негативных программ, которые мешают ему развиваться. Хочу, чтобы он нашел свое призвание, занимался любимым делом. Хочу переродить его заново в эфирном пространстве без всех этих программ антимира. А также убираю все преграды на моем пути, которые мешают мне продвигаться вперед и созидать. Приснился мне сон. Приснилась мне моя мама Ольга. Вечер. Идем мы с мамой по лугу. Темнеет. Мы в нашей деревне, где я родилась. Моя деревня называется Дарьевка. Идем к дому. Я смотрю на небо, где всходит солнце, оно бордово-синее. Все в молниях. Из нашего дома выбегает мой младший брат Сергей, и у него в руках начали взрываться какие-то снаряды. И вдруг мама говорит: ложимся на землю. И с неба посыпались какие-то взрывы. А я думаю про себя: ядерные. И здесь я проснулась. И сразу сказала: отменяю сон. Мама пришла, наверное, предупредить меня во сне. И я, изъявляя мою волю, отменяю ядерную войну. Отменяю любую войну. Я за мир. Наша земля уже стала такой. Призываю всех виновных, кто развязал войну на моей родной Украине и кто геноцидит мой народ, к ответственности на суд Первотворца. Да по делам вашим будет вам. Отменяю Армагеддон и апокалипсис в моем пространстве. В моем пространстве мир, любовь и гармония. Здоровье бывает по-разному. В последнее время болит душа, моментами болит сердце. Болит низ живота, ноги, шум в голове, прям фонит, идет воздействие от выше. Болят глаза в последнее время. Отменяю отток энергии, возвращаю всю мою жизненную силу, мой потенциал, мое благополучие.
мое изобилие, радость, счастье, долголетие, иконы живого Всесвета. Информацию хочу передать моему сыну Ренату, моему спутнику Сандру, сеньоре Марии, моим братьям и сестрам, моим племянникам, всем желающим, а также моим умершим родителям, маме Оле и отцу Виктору. И хочу помочь им перейти в высшее пространство. У меня все. Валентина, почему ты плачешь? Из-за сна. Из-за чего? Из-за сна. Приснилась мама, что она вот прям на таких эмоциях у меня вот пришло сейчас. Хорошо. Почему это для тебя важно? Потому что мама, наверное, я вот еще, когда началось вот это все на Ближнем Востоке, я сразу поняла, что мне надо, у меня важный сеанс, мне надо расторгнуть контракт с Элем. 3 раза переписывала эти аспекты, и не было этого сна, у меня не получался сеанс. Угу. Я думаю, что вот не хватало этого аспекта, что еще не время было. И вот мне приснилась мама, я прям тоже так прям плакала, как проснулась этот сон, и я сразу вот тебе отправила аспекты. Почему это важно для тебя? Чтобы мы жили в мире, чтобы закончилось это, чтобы не было этой ядерной войны, чтобы А не почему было... это важно для тебя? Хочу помочь как себе, так и моему роду, и Вселенной. А почему это важно для тебя? Освободиться, наверное, от этого... А почему это важно для тебя? Почему это важно для меня? Ну, то, что приходит. Не думай. То, что идет, то и говори. Ну, значит, наверное, от меня зависит... Не выдумывай. Что приходит, то и говори. Почему это для тебя важно? Что тебе идет? Я же слышу. Говори. Ты сказала, что ты хочешь, чтобы был мир для себя, для рода, для Вселенной. Почему Да. это для тебя важно? Ну, потому что, наверное, это одно из самых важных — жить в спокойствии, в мире, в любви, в гармонии. Человек должен жить. Что ты скрываешь от себя? Говори то, что идет. Даже не знаю, что сказать, что я скрываю от себя. Ну что идет? Говори то, а не... Когда человек говорит «потому что», это говорит его разум. Ну да. А я хочу, чтобы услышать голос твоего подсознания. Я поняла, почему это важно для меня, чтобы... Что первое идет, то и говори. Мое будущее было спокойно, моего сына. Так вот, надо говорить, я боюсь за будущее. Страх. Я же сразу это считала, но сразу я услышала твой внутренний голос. Страх, да? То есть страх. Нужно найти, во-первых, осознать, как работать и с страхом. Да? То есть, во-первых, это на уровне сознания. А во-вторых, нужно найти причину, откуда этот страх взялся.
То есть это неуверенность в будущем, недоверие к окружающему миру, к Вселенной и так далее. То есть за этим кроются еще более глубокие какие-то аспекты. То есть От эта меня практика. убираю страх с моего пространства. Вот, потому что, смотри, даже ты говоришь, отменяю псалмы, да, это твое желание, все, что хочешь, делаешь, да. Но вот Библия – это психологический трактат, который описывает, что произошло, в каком порядке и почему, как человек потерял связь с собой, своим высшим «я». Еще надо мне до этого Пе- дойти. Первое, смотри, Адам ходил, ну, естественно, это не голенький Адам ходил сам по саду. Это описывается, что рай – это полная гармония с собой, своим первотворцом, с окружающей вселенной. То есть Адам, то есть у него даже имени нет. То есть Библия не пишет, что Адам – это какой-то конкретный человек. Это просто человек. В переводе Адам означает человек. То есть ходил какой-то человек, который имел связь и гармонию с собой самим, с Вселенной, с Творцом. И тут вдруг он сделал оплошность, произошел контракт, по которому он потерял эту гармонию и связь с собой. И потом вся эта Библия описывает, как вернет человек вот эту гармонию с своим высшим «я», своим божественным «я». Да? И психологи это отмечают, да, потому что психологи уже давно психология изучает психику человека и говорит, это психологический трактат, да, всего-навсего. И вот первое, что почувствовал Адам, когда он потерял свое совершенство, это было чувство страха. То есть в основе всех искажений лежит страх смерти. Вот. И когда ты говоришь, хочу вот это, я спрашиваю, почему ты плачешь, и в конце концов мы вышли, потому что внутри тебя есть этот страх потерять жизнь, потерять гармонию. Вот что лежит в основе. То есть нужно добраться вот сюда. Поэтому коучинговые инструменты помогают человеку осознать себя. Знаешь, как Эйнштейн говорил, неосознанная жизнь – это жизнь, прожитая впустую. Ну да. Да? То есть вот таким образом, задавая себе вопросы, почему это для меня важно, на 5-й раз человек всегда попадает в точку. Он говорит то, что скрыто за какими-то вот этими, скажем так, это программы самозащиты этого страха или какой-то другой причины. То есть это негативная программа. То есть на самом деле нужно понять, что такое страх. Да? Это позитивное качество, да? Потому что если бы у нас не было страха, то человек бы вышел там с 15-го этажа через балкон, потому что он бы не боялся высоты. То есть страх, с одной стороны, уберегает человека от негативных последствий. Помнишь, когда ребеночек маленький, у него нет страха, он не знает, у него нет опыта, что такое горячая плита. Ну, например, да, и обжигается. Я не знала, когда была маленькая, что какую-то железную палочку нельзя совать в дырочку от розетки. Вот. И меня как шандарахнуло, что я вот так вот летела по всему длинному коридору, да. Вот. Этот опыт потом, конечно же, что я усвоила и никогда больше этого не делала. И вчера там заклеивала на кухне, открутила эту розетку, то я так осторожненько, чтобы там не попасть. Почему? Потому что мой опыт уже говорил. То есть мой страх меня оберегал. Но если этот страх выходит из-под нашего контроля, тогда что происходит? Вот мы плачем, мы боимся, и этот страх начинает расти и управлять человеком. То есть, нужно взять его под контроль. Меня не страх. Я, по-моему, писала где-то там.
убираю весь страх с моей... Я ничего не боюсь не умереть, но у меня есть сын, я хочу тоже внуков, так как нас бабушки Да, любили, я хочу... смотри, это на уровне сознания мы такие все бравые герои. Но когда вот это упражнение коучинговое, которое я применила, оно показало, что внутри есть страх. Это ты же мне сказала, а не я. Ну да. Мы Ну, вышли. понимаешь? Это ты, я просто задавала вопросы, а ты отвечала. И все. Понимаешь? То есть нужно осознавать, что нужно просто брать этот страх под контроль. Очень просто с этим бороться. Есть психологические разные практики. Можно поговорить с собой, переубедить себя. Ну, я тоже не хочу ядерной войны, но всегда нужен, чтобы был еще запасной вариант. А если будет, то что будет? Ну, и придумать себе версию, ну, по которой не будет страшно. Да? Ну, например, я себя как... Ну, во-первых, я очень знаю хорошо Писание, и там написано, что не будет. Поэтому у меня нет страха. Ну видишь, ты знаешь больше, да. Вот, поэтому не будет. Это больше не будет. То есть это зло, оно переварится, люди сопротивляются. Все больше и больше злу, оно, конечно же, корежится в своих конвульсиях предсмертных. Людей Вот. терроризируют. Да, но оно уходит. Это точно так же, как перед, ну вот человек болеет, у него хроническое заболевание, ну он как-то там уже с этим справляется. И тут дают ему то лекарство, которое действительно решает эту глобальную проблему и корень зла, корень этой болезни. И что происходит первым делом? Обострение. То есть хроническое заболевание переходит в острое заболевание. Ну, я говорю как медсестра запаса, да, как военная медсестра в прошлом. Да. То есть вот так всегда происходит, да. Вот. И сейчас можно сказать, что у мира обострение. У него обострение, да. То есть вот так вот. Этот мой клиент, которого не хочу называть, он так и написал, что его кроет, да? Кроет по поводу чего? Его кроет, потому что вот эта лжепропаганда, эта ложь, она уже не вмещается, да, она не вмещается в У людей получается. понимание, в голову, в это все. И потому что зомбирование – это очень опасная вещь. То есть там есть момент, когда человек ломается. И перед тем, когда сломаться, его вот кроет как не по-детски, да? То есть и сейчас от его выбора зависит все. Или он дальше будет продолжать впихивать в себя в невпихуемое, да, и зазомбируется, то есть сломается психика. Или наоборот, он поймет, что не нужно воспринимать все за чистую монету, что нужно обратиться к себе, доверять себе и так дальше. Так что молодцы, ребятки. Женя, у тебя будут вопросы? Виктория, ты в эфирном пространстве. Да. Что ты видишь? Ну, я вижу Валентину, которая как будто бы сквозь такую черную пелену вынула из сердца светящуюся энергию. Она такая мягкая, как комочек такой, как шарик. И вот так положила в сектор интерферентов. Я даже проверяю, она ли это. Да, это она. Вот и между ею и сектором интерферентов, где лежит это, ну, можно даже сказать, мурлыкающая энергия. Она настолько такая, знаешь, это как Нежно. божественный код души, да. Сокровенная такая энергия. И также я вижу, что я подумала, что это за черная пелена такая, и сразу пошла полоса
Сектор магии. Мгм. Разберемся. Да. Хорошо, Виктория. Давай спроси у Валентины, разрешает ли она Подожди, да, я Да. еще разочек. Давай все по правилам, как всегда. Отсоединись от этой ситуации. Да. Найди на счет 3 эфирное тело Валентины. 1, 2, 3. Ну да, потому что я хочу во всем, ну, как бы убедиться. И Совершенно я ее верно. нашла и вижу то же самое действие, как будто бы вынимает из себя и то же самое. То есть сквозь Мгм. такую черную пелену, которая находится вот так э, возле правой ноги. Мгм. И я слышу решение стать умершей. Мгм. Считай эфирное ДНК. Валентина ли это? Да, это она. Спроси у Валентины, разрешает ли она потрудиться с ней для нее. Она говорит, разрешаю. Но у нее изо рта вышел такой, вот я увидела губы, как говорили, и такой шарик. И он вот так раз и остановился. Я слышу на уровне, я подумала, где он остановился, считывается на уровне подсознательного контракта с Демиургом. Мгм. А что это за И от шарик? этого, Мгм. ну вот я его сейчас читаю. Мгм. Я слышу разрешить конфликт между собой, внутренний, и Демиургом. Мгм. И в этом шарике это такое пространство согласия на Мгм. проведение телепатического сеанса. И там звучит ее голос, и он говорит: я доверяю Виктории, моему проводнику. Мгм. О каком конфликте идет речь? Вот она руками показывает эту энергию, которую она туда положила, но у нее вот руки как будто бы имеют импланты. Там еще черные руки, и это такое зеркало там, М. отражающий облик э, какого-то перфекциониста. И эти Так. руки тянутся, вот это зеркало у нее с правой стороны стоит, к левой ноге ментально, по ментальной карте. И там какой-то как бы перфекционист стоит. И я вижу, что там какая-то фигура с рогами, и на лице маска сияющая. И я его Мгм. вот так, когда увидела, и он захотел убежать, как бы так, шух, знаешь, как вывернулся. Я его Мгм. обратно и замораживаю. Мгм. Я вижу, что рассматриваю его, я вижу, что это такой черт. У него такое рыло свиное. Это такая программа. Я его просто оборачиваю туда-сюда, вот так рассматриваю. Хвост у него, копыта, вот как чертей рисуют. Оно Мгм. считывается как зеркало перфекциониста. А кто такой перфекционист? Сейчас я найду, считывая, ну, вот так вот идет мне изначальное зло. Мгм. И еще одно зеркало появляется черное, уже мутное.
без отображения, и от него такая полоска идет, и портал вот уже вниз в сектор интерферентов. А сейчас, это лицо сияющее, сейчас я... А это вот лицо Валентины. То есть там как бы она сама у себя, ну, как говорит, лицедей, да, лицедей. Сейчас я пытаюсь понять смысл этой метафоры. То есть это она как будто бы примеряет маски, свою энергию отдает вот этим как бы программам. То есть играет роль какого-то перфекциониста. А этот перфекционист главный считывается изначальное зло. И пошло портал в сектор интерферента. Я вижу там как будто камни такие драгоценные, но они какие-то мутные, потемневшие. Как будто бы на голове у кого-то, вот так вот здесь, где оно звучит чело. Так, первое. И когда я смотрю, слышу изначальное зло. Кто это такое изначально? Или что это такое изначальное зло? Слышу вот эти камни, такие грани такие, или это один камень с гранями. Конфликт между собой и собой высшим. И там же сразу идет, как будто бы оторваться, отрыв от реальности. Создание, иллюзия какой-то, иллюзионистской или что-то такое вот реальности. Иллюзорный. Иллюзорной реальности, то есть это момент возникновения нового пространства, то, чего раньше не было. А этого не было раньше. То есть это момент сотворения вот этой иллюзорной реальности. То есть этих иллюзий, матрицы. Я слышу матрица блуждания по кругу. Это как колесо сансары, говорят сейчас. Это колесо сансары, и это та матрица, в которую впихивают эзотерики, нумерологи, предписывая человеку определенный стереотип мышления, поведения, решений, чтобы уйти от божественного кода многообразия и свободы воли. И вот это начало. Да, вот это отрыв от реальности. Что реальность? Да, это создание этой матрицы. Ну, матрица жизни существует, да, матрица жизни, которая управляет жизнью, а это, другими словами, зарождение матрицы смерти. Так оно и звучит. Матрица жизни — это и есть реальность, да? Матрицы, да, матрица жизни – это реальность, это наше божественное «Я» с ну, вот так я так и слышу, оно вот так находится как бы в секторе Первого Творца, и я слышу многомерная мерность жизни. И это то же самое, что эти энергии такие же, как эта энергия, которую отдала Валентина вот туда, в матрицу смерти. Так, давай тогда посмотрим, что за конфликт произошел. Так, я вижу какое-то действие. Большой зал, а он считывается тронный зал.
На таком большом троне сидит такой большой-большой человек. Мгм. А такой пол, я вижу пол, и там много-много людей, которые танцуют. И среди этих людей я вижу лицо Валентины. А этот трон какой-то несоразмеримо огромный по сравнению с этими людьми. Сейчас я настрою физическое видение и посмотрю, что происходило в реальности. Мгм. Почему-то оно идет заброшенный мир, и как будто бы эта ситуация находится, ну, как будто бы в таких джунглях, все поросло лианами вокруг. И в этом шарике, в этом пространстве вот эта ситуация. Сейчас я посмотрю, кто это на троне там сидит. Я слышу вал, вот так идет, Мгм. с рогами. И у него там, где эти рога на троне, ну, на голове, Мгм. то вот так вот они, как Тор, вот так поворачиваются такой черной энергией. Вот так вот. И образуя такое пространство, считывается блудодеяние, отрыв от реальности. Мгм. И вижу, что люди там вот так вот кланяются, и вот какая-то женщина вот так наклонилась, и такое блюдо, как тарелка квадратная, и такие там черные энергии, и эта женщина кушает, а эти энергии движутся, как будто бы черви такие. И она это ест. Мгм. А потом берет эти энергии черные, как червячки такие, и запихивает себе туда, туда, туда. Сейчас я посмотрю, что это за женщина. Она такая красивая и в красивом платье. На голове какая-то вот здесь штука, то ли брошка, то ли что-то такое. Мгм. Что это за женщина, Виктория? Читаю А у эфирное нее ДНК. лицо Валентины. Мгм. Да, ДНК Валентины и какие-то цифры побежали, побежали, побежали. Я считываю ДНК, а оно в процентах идет, и какие-то вот 4 процента от состояния предыдущего вот этого воплощения. Сейчас я с ней поговорю. Ее как-то зовут, и имя пошло, ну как-то М. на «вы», то ли похоже, как Ванесса, но как-то по-другому. Мгм. Как сейчас это слово, как мы знаем? Это слово, оно переводится как «вера». Мгм. Ну, типа верить или Мгм. доверять. А я ее сейчас остановлю и спрошу, что она делает. А, это храм поклонения Ваалу. Мгм. Это какая-то древняя цивилизация. Я сейчас спрошу, что она там делает. Она вот так показывает, говорит, отдаю свою душу Ваалу. А я Мгм. спрашиваю, что она... Она вот так вверх пальцем показала и говорит, что приносит в жертву своего сына Рената. Мгм. Так. А на физике что было в этот момент? Каким образом это происходило на физике? Я вижу, что там происходит какое-то... Оно звучит жертвоприношение, но я его не вижу. Я вижу, что люди как-то танцуют,
вот эти светлые, ну, я смотрю, все время внимание приковывается к Валентине. Ну ладно, назовем ее Ванесса, пусть будет так. Мгм. Оно между Венера и Ванесса, вот так как-то звучит. Как будто бы Венера больше. Ну ладно, пусть будет Венера. Мгм. И она танцует, сияющая такая, с этим считывается логотип, эксцентричный, эгоцентричный, вот как будто бы с этим чертом. То есть какой-то получеловек, полуживотное с какими-то ногами. Сейчас я посмотрю, что это происходит. Я вижу, что там оргия происходит. Мгм. Считывается, лишилась целомудрия. Это акт поклонения Ваалу. Мгм. Сейчас я считаю, что за цивилизация. Это как шумерская цивилизация. Мгм. Давно это происходило от нашего сегодняшнего дня? Да, давно. Мгм. Я слышу, что мы не знакомы с этой цивилизацией. Мгм. Но все люди на самом деле все живут, никто не умирает. И когда я вижу, что вот эту связь между этим событием и сейчас я спрошу, поэтому ли она так взволновалась? Буквально считывается, что ее выбило из себя, когда она вот этот теракт в Израиле услышала об этом. Мгм. Оно считывается, что ее выбило как будто бы из себя. Я сейчас с ней поговорю, вернусь к ней. А это в очень таком низком пространстве, там как будто бы такой календарь, с которого отлетают листочки с такими а, написанными месяцами. Почему-то там времена года пишут на этих листочках. Не Мгм. как у нас календарь с цифрами, а как будто четверть, 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 4, 4, то есть как времена года. Лето, осень, зима, то Мгм. есть вот так вот. Так. Опять эта цифра 4. Я 4. сейчас с ней посмотрю, поговорю с этой девушкой, Мгм. что она делает в храме Ваала этого. Мгм. А она показывает, что она как будто бы вот так расчистила что-то и положила туда такого младенца. Но я вижу, что это как э, младенца на самом деле нет тогда, Мгм. а она как бы это как в проекте в будущем. Это сексуальная оргия, которая вот привела к рождению этого незаконно рожденного ребенка. И потом я вижу, происходит как гильотина такая. Так, пух, с правой стороны что-то отсекло от нее. Я смотрю, что это у нее как ребенок рождается, и он родился, а за ним еще тянется вот эти все какие-то вены там, это все трубочки к детскому месту. А потом уже рождается детское место. Вот так отвалилось в духовном плане, в энергетическом от нее, из нижних чакр и из сердца, Мгм. потому что это сердечный центр связан с центром рождения. Мгм. Да, я слышу, вот в сердце находится любовь. И это получилось, что вот
Ты представляешь, я слышу ее слова только что она сказала, что она мир любит, все любит. То есть это вот миссия ее. И я говорю с ней, какой контракт она совершила, подписала, придя на этот акт. Я слышу расчленение себя. У нее как будто бы были изъяты часть духовной сферы сердца и часть духовной сферы э, рождения, творческого потенциала. Ну что у И нас? эта программа прописана в ее роду. Мгм. Прозвучало имя Эль. Мгм. Я приказываю ему проявиться, кто он. И я вижу, что этот черт, с которым она танцевала, вот как бы это человек, вот этот Эль, это она с М. ним там танцевала. М. И, ну, не хочу в подробности. Когда я только на него смотрю, то я сразу вижу половой акт с ней тогда. Мгм. Так, а этот Это черт, это контракт с Элем, да, да. А черт, ну, это программы сущность или, в нем. скажем, дух, да, Мгм. дух– это его программы, дух, потому что все программы, они живые, Вселенная живая, образная, чувственная. И для считывания информации это способ считывания информации. То есть эти духи, программы, это одно и то же, имеют одухотворенную такую свою природу, потому что эти духи имеют, я слышу, вот изначальный код жизни. Это творцы создали эти негативные программы своим сознанием, своим решением и как будто потеряли часть своей божественной души вместе с этим кодом, который заправляет все, вот как машина заправляется бензином, чтобы ездить. Вот точно так же машина без бензина– это куча металлолома, даже самая дорогая. Вот точно так же эти программы ничто, пустота, без поддержания жизнеспособности этими решениями. А эти решения находятся как в капсулах замороженных вот в этих ситуациях. И снова я когда вот так отдалилась, посмотрела, и оно считается давно ушедшая цивилизация. Потерянный мир. Мгм. А что такое мир? Что значит? Я слышу духовная близость к Творцу, к себе внутреннему, к внутреннему я, к источнику жизни. То есть человек на самом деле это не то, что он делает, совершает, думает, решает, а то, кем он есть на самом деле. Это божественная душа Творца. И вот этот Творец, который вот сотворил какую-то ам, неправильную вещь, то это творение его запечатлено в эфирном пространстве, и при повторных воплощениях это все триггерит, оно тянет назад, и человек чувствует сопротивление, потому что это тянет назад, он хочет как творец вперед идти, а эти ситуации тянут назад. Мгм. Очень далеко и глубоко в подсознании вот этот, а, я слышу, акт сношения с Люцифером. Мгм. Ну Потому что? что все поклонения Первотворцу, ничье поклонение не нужно. Не нужно, да. Он самодостаточный, и ему ничего не нужно, чтобы кто-то ему служил, возвеличивал его, пел дифирамбы, там вот этого идеализация, оно так и идет, переизбыточный потенциал.
а только как бы отпадшим, я слышу, падшим а, ангелам, которые тоже в человеческом обществе тоже проявляются вот этими актами насилия, повиновения, принуждения. Система иерархии. Да, да. И вот этот Ваал, это или Баал, это один из видов поклонения, а в основе любых этих поклонений лежит вот Люцифер. Мгм. А что обозначает сношение с Люцифером, этот акт? Я вижу, вот я задала вопрос, и я сразу вижу, как эта девушка преклонила колено, как будто бы встала из пола, не из стола, а из пола. На полу лежит эта тарелка квадратная, именно квадратной формы, и она как будто бы ест, ну, как ртом, Мгм. вот. И прорастает эта подключка. А сейчас я посмотрю, что это обозначает метафора «кушать». Мгм. Я слышу «питаться со стола предателя». Какого еще предателя? Кто такой предатель? Вот этот, который так шмыгнул. Мгм. Люцифер. Так, да, это как дух Люцифера, который работает в людях. Мгм. А что она съела? Оно считывается духовная пища. Мгм. Что? Она, я слышу, отдала свой род. И буквально я вижу, как она вытаскивает как будто из себя такой мешочек. А внутри этого мешочка вот ее генетика, этот Эль. Мгм. Я только вот смотрю на этого, который стоит в секторе магии, и я слышу Эль. То есть, а в этом воплощении она как бы подтвердила тот контракт, который пришел как бы к завершению. Мгм. Но если человек не делает решения в пользу жизни своей божественной души, то он как бы продлевает этот контракт. И я вижу эти слезы ее, вот поэтому она и плакала, потому что в основе лежит вот этот страх потери жизни для божественной души. Мгм. И Вот оно этот, буквально звучит как растление рода. То вот есть это вот это мгм. Съела духовную вот эту пищу. Это и есть ее действие, что она ее действие, участвовала. ну, да, да, то есть этот акт поклонения Люциферу, Баалу, это и есть, сейчас я посмотрю на тот контракт, когда он произошел, и я вижу, как она вот так вот поднимает платье и смотрит на свои гениталии. И в этот момент происходит как проникновение, но уже этот дух, который работал в этом Эле, он вырастает, становится такой огромный, и вот этот пиндер у него тоже такой огромный, и он вот так перемещается в сектор интерферентов, и как будто бы наслаждается. Я слышу слово «наслаждается», и он так мяу. То есть она как бы, он насладился ее энергией, и я вижу в этот момент то, что я увидела сначала, как ее руки и с такими имплантами черными отдают свою божественную душу, считывается девственность, и это обозначает, что, ну вот смотрю опять оргии, то есть это вот старинный ритуал, ам, я слышу предпочтение себе Ваала, ну или другими словами поклонение, как мы говорим. Мгм. Так. То есть я вижу, что во время этого сексуального акта эм, происходит, насладился на самом деле этими энергиями Люцифер.
Мгм. То есть это поклонение, это как предпочтение, предназначена эта энергия, которая выделяется от совокупления, да, то есть оргазма этого, всплеск происходит, и энергия вместо того, чтобы идти на благополучие, потому что это она уходит, вот оно что. Во время оргазма человек входит в состояние альфа-ритм, альфа-состояние, и сразу же прописываются тут те программы, закрепляются, которые вот происходят в процессе этого акта. Поэтому ам, эти отношения должны быть только по любви, по обоюдному согласию, по любви, по желанию божественной души. Мгм. Что, что в контракте, Виктория, на что Валентина согласилась, когда дала предпочтение этому валу? Я вижу, что считывается ее мать. Она вот выпхнула ее за дверь, как будто бы под зад ей ногой дала. Из такого светлого пространства считывается мать с отцом, но отец сидит за столом в такой угрюмой позе, весь черный, но вот в позе задумавшегося человека, он недоволен этим, но ничего как будто бы не может сделать. То есть, ну, живут в таком обществе. То есть такие традиции. И мать ее просто вот так как будто бы вышвырнула из этого светлого пространства вот в этот дворец. Мгм. Так, На матери это действие. приказываю проявить согласно ее физической ДНК на тот момент, когда она выперла. О, она выглядит точно так же, как этот Баал. У нее такие рога, то есть это программа закрученные. То есть вот этот Тор полностью захвачен паразитическими этими энергиями. Вот как будто вот эти рога вот так вот закручиваются, и все это черное. А голова так, вот эти верхние чакры, они Мгм. светятся. А вот остальное все черное. Кто И у она на нее, физике? Мгм. ну, ее мать. И у нее вот тоже эта подключка э, к влагалищу, оно так и звучит буквально, и тоже вот это там считывается оргии, как Мгм. портал. Такая же служительница вала. Да, да. Мгм. Так, а что произошло? Приказываю этой матери отвечать, что она, почему она выставила Валентину. Теперь понятно. Теперь оно звучит как акты жертвоприношения. Мгм. Как говорится, отдала дочку в секту. Ну, тогда все так делали, вероятно. Ну, возможно, какой-то культ у них был. Да. Мгм. А отец, что он там сидел, смотрел? Ему было жалко дочь, Мгм. но он был тоже в программах, и они его как будто бы закостенели. Вот так он даже не двигался. Но я считываю эти эмоции. Ну, отец, нормальный отец, он же взращивает свою дочь как и гордится, как цветочком, да? Мгм. Но в этой ситуации как бы мать сыграла вот какую-то ключевую роль, а отец как бы не воспрепятствовал. Но вот Спасовал. Мгм. да, считываются вот эти энергии, что он в глубоком разочаровании, потому что ее, ну, его цветочек должна вот пойти и стать как бы такой вот Расцвести. не для будущего Мгм. мужа, да, а то есть Мгм. потерять свою вот эту ценность с каким-то первым встречным, который там вот будет в этом культе. Мгм. Мгм. А кто этот отец
Кто он сейчас на физике, мы знаем? Ну, я на физике его не знаю. М. А это Ладно. какой-то пришедший муж? Какой-то куда Мгм. пришедший? Ну, что обозначает пришедший? Чей муж? Это муж ее матери. Вот он ее притянул. Я его не знаю, я не могу М, его идентифицировать. мгм. Хорошо. Так, спроси у Валентины, что она чувствовала, когда мать ее выперла за дверь, ну, то есть отдала в это. Я вижу, что тогда, когда мать, она буквально ее как будто то ли на физике, то ли в эфирном плане, как будто бы ногой вот так под попу, и она схватилась за это место, м, и сразу же проросла вот эта подключка материнская в этот момент. Мгм. И она думает, так нужно. И вот снова то же самое закрутилось, опять Мгм. вытаскивается как красный мешочек изнутри ее нижних чакр, тоже считывается, что это род, Мгм. а вот который уже как будто бы э, за, запечатлен вот с этими рогами. То есть э, эти черные рога – это как вампирический код смерти. Мгм. То есть это саморазрушающие программы. Хорошо. Передай Валентине, что она может зайти в ее сознание в тот момент и объяснить самой себе, что так не нужно, к чему это все приведет. Как интересно происходит. Она как будто бы села на пенек в этом лесу, и перед ней образовалась такая огромная книга. То есть это та информация, которую Валентина передает по своим этим нитям памяти генетическим в глубину своей памяти. Мгм. И вдруг я вижу, как эта девушка, которая вот медленно поднимала это платье, и она вот так смотрит, начинает это платье опускать, и вдруг ее рука протягивается сквозь эту черную пелену в глубину, достает этот контракт. Там черное перо. Мгм. Так, я ее спрашиваю, на что она согласилась. И она говорит, стать смертной. Такое впечатление, что тогда люди еще не были смертны, некоторые. Мгм. Да, я с ней поговорила. Она говорит, что жили долго, так она рассказывает. Она говорит, я стала смертной, получила код смерти и показывает, что этот код смерти – это вот как этот кристалл между бровями, как этот третий глаз. Она говорит, считывающее устройство. И говорит, они меня видят. И когда она это получила во время этого а, жертвоприношения, я вижу, как ее лицо начинает как будто бы превращаться в такое дикое. Знаешь, как эти брови нарастают, такие бугры вот эти надбровные. То есть Психосоматика. деградация. Нет, это не то. Это деградация, то есть это деволюция. Превращение человека в животное. Мгм. То есть опускание человека до уровня инстинктов выживания и отключение от, а, я слышу, как от первобытного источника жизни.
Но первобытный не в смысле, что как они все перекрутили. Мгм. Первобытный – это бытие, первичное бытие света, гармонии, и это связь с первотворцом. И в результате вот этого переключения произошло, а, я слышу, обращение к животному миру. Мгм. То есть душа пошла как бы на деградацию. Мгм. Что она отдала в контракте? Она показывает вот эту энергию, говорит, что это ее божественный код души и код расширения, ну, как бы себя и Вселенной. Мгм. Способность размножать вот это коды жизни. И опять вот я слышу, стала смертной. То есть очень интересно. Мгм. Ну, понятно. Они и гоняются за этим бессмертием, чтобы не уйти на аннигиляцию. Да. И благодаря вот этим потерянным частицам, вот этим контрактам, которые есть у людей, каждый кто-то когда-то потерял это впервые. То Мгм. благодаря этой энергии оно так и считывается, воспламеняющей жизнь. Этот антимир, этот Люцифер и его, это иллюзии, эти духи, это все существует и прорастает. Мгм. Сейчас Хорошо. давай рассмотрим более детально этот контракт, с кем Мгм. она подписала на эфирном плане. И так раз сейчас физическое восприятие мое раз переключилось. Мгм. Вторая сторона контракта. Приказываю проявить согласно эфирной ДНК. Но я вижу, что вот этот Баал, он выглядит как эти куклы, которые на пальцы одевают, чтобы Мгм. там кукловод, да, на такую черную руку. И эта рука, это сущность черная, М. считывается демон власти, демиург. Кто хозяин? Самое главное, приказываем проявиться. Это демиург, это какой-то падший ангел. Один из демиургов, их много. Тянется под ключ к такому, как будто бы раздавленной скалой. Между скалами в такой расщелине лежит Мгм. Люцифер. Люцифер. Да, А вот этих э, считывается демиургов источник зла. много у них в подчинении, этих демиургов. Почему-то идет, что они сходят и выходят куда-то. Входят и выходят. Они Откуда, входят куда? и выходят. Они межпространствами Мгм. входят и выходят. И сразу я же увидела вот этого, который так чух, и как будто бы изменил свою природу, и как будто бы в щелочку спрятался. Мгм. Кто это? Меняет форму свою, так шух, и поменял мерность. Мгм. Трансформируется как-то. Да, они трансформируются, перевоплощаются вот так. Ну, только не так, как люди рождаются и воплощаются, а они вот так раз и сменились. Мгм. Я это говорю, думаю, подумала, почему это так. Я вижу, что это они украли у Божественного Духа, я слышу, эту способность трансформироваться, жить одновременно во всех измерениях. Мгм.
подстраиваться под любое измерение. Я вижу, что это телепатический дар, и телепатия, и телегония, и Трансформация. трансформация. Мгм. И это все теле связано с способностью приспосабливаться к данной мерности. А мерностей много, измерений много, и в каждом измерении есть свои параметры. И чем выше, чем чище вот человек в этом воплощении, тем вот этих теле у него больше, потому что он как будто бы Мгм. вот. Я слышу, что пространство его считывает как своего, то есть свет его, Как ключик. да, он Как- его воспринимает как своего и как бы дает разрешение проникать во все глубины сознания Вселенной. Вот что телепатия на самом деле. Одно из ключиков, да? Да, да, то есть это просто сейчас у нас такое состояние, что мы не можем по своей воле, например, изменить гравитацию и полететь, ну, чистым путем. Или перейти в высшие измерения вместе со своим физическим телом, как раньше было. Да, человек не умирал, а просто менял мерность свою. И эту способность как раз Валентина в тот момент, вот эта вера, Мгм. как ее звали, ну, приблизительно вот так, да, потеряла она тогда. Мгм. Так. Что-то еще она отдала в этом контракте, Виктория, посмотри. Вот я вижу в этом мешочке род, оно считывается род, передала по наследству вот этот свой так называемый грех, то есть этот код черный, этот контракт на смерть. Мгм. Поэтому у нее вызвало такое бурную реакцию, вот этот страх смерти, потому что ядерная война, то есть ядерное излучение Разрушает душу. разрушает душу, но оно не может разрушить чистую душу без контрактов, но может разрушить душу, которая, вот я слышу, затемнена. То есть вот этими контрактами. Мгм. Я вижу, она вот так рванула эту руку и вытащила этот контракт и смотрит на этот кристалл, который она получила, этот третий глаз. Оно считывается как фальшивка. Это именно тот, итак, звучит снова, контракт. То есть это считывающий инструмент фактически и перенаправляющий божественную энергию, вот этот поток сознания через призму восприятия этой ложной матрицы. И я слышу, что способствует соединению. Вот точно так же, как соединяется генетическая информация женщины с ее мужчиной, то есть прописывается на ее генетическом коде вот эта телегония, да? Мгм. Точно так же вот это произошла телегония духовного эфирного тела. Вот во время, когда вот этого, я вижу, как она как будто бы с этой квадратной тарелочки, то есть это приняла эту духовную черную дьявольскую демоническую пищу. Подвергла Мгм. себя, я слышу, смертной казни. Ну, другими словами, контракт на саморазрушение, на смерть. Хорошо. Виктория, такой вопрос. Вот эта сила ядерного взрыва, эти излучения, я так понимаю, что она не дает человеку исправить его ошибки, нарушает этот... Я вижу, что этот ядерный взрыв, он проходит, он разрушает
межпространственные вот эти натяжения, мембраны межпространственные, и оно вот так проходит, и я слышу, что оно касается, вот так как притрагивается к тем жизненным контрактам, Мгм. и как бы его углубляет, закрывает от понимания, и человек забывает, он теряет связь с своими предыдущими воплощенными знаниями. Обнуляет весь прогресс. Да, Да, жуткая и вещь. это вот показало, вот это перед сеансом, вот Валентина плакала, но не осознавала, почему. И с помощью правильных вопросов, вот, она как бы вынула это из себя и открыла, как бы, потому что только взаимодействие сознания и подсознания может достать эти, вспомнить эти контракты. Мгм. Она говорит, я отлучница. Она читает этот контракт и говорит, я отлучница. Говорит, отлучила свой род. И показывает, что у нее в руке как будто бы скребок такой. И она говорит, что отлучила свой род, который гипотетически был прописан в ее пространстве вероятности. Она уже тогда отлучила свой род от божественного кода жизни, говорит. Мгм. То есть это еще один аспект ее как контракта. То есть получила эту, оно звучит как доза фанатизма. Вот этот третий глаз, так называемый этот кристалл. Потом изъян в душе появился, и вместо, там как ямочка такая образовалась, там как бы вместо ее этой мурлыкающей нежной энергии сокровенной души, этого кода жизни, как бы черный кот, как будто бы зашел и влегся там. Вот не зря мои кошки поприходили. Сегодня вот тут спят. Охраняет. Подсказки такие, да. Ну, хорошо. Но на самом деле это не черная кошка, я вот посмотрела, а просто этот черт с рогами и с Мгм. рылом. То есть это программа саморазрушения, это, ну, ну, что такое программа? Как в компьютере программа. Ее можно перепрограммировать. Мгм. Дальше. Все. То есть она Мгм. вот раз хлопнула, как будто бы закрыла этот контракт, задвигает эту шухляду. И Мгм. говорю, хочет ли она расторгнуть этот контракт и отменить ее поклонение этому Люциферу. Вот в чем обман кроется. Людей напугали каким-то Ваалом, в другом там множество богов было, да, а на самом деле за все этими поклонениями, богами стоит Люцифер. Мгм. А демиурги — это вот эти боги, да, которые трансформировались в то время. Ну, вот она возвращается обратно в Мгм. свой дом, и я вижу, она вот так подошла, наклонилась к отцу, поднимает его голову, а у него тоже как будто бы бычья голова. Она ему поднимает голову и показывает на, на свое решение быть свободной, то есть сквозь эти века она показывает и говорит, что она не пошла отдать девственность Ваалу. Мгм. Вот. И мать как-то так скукожилась и куда-то исчезла, как будто бы в какую-то дырочку засунулась, то есть ушла. А отец, как какой-то атлант выглядит, э, Мгм. сквозь эту, как будто бы эту кожу с головой этого быка, оно сползает с него, а снизу выходит
такой красивый мужчина, и он ее обнимает и показывает тоже, они вдвоем показывают вот где сектор принятия решений и жертвоприношений, вот туда. Сейчас я посмотрю, куда. Мгм. А он говорит, что она спасла не только свою, но и его жизнь. Говорит, что она его порадовала, потому что он очень грустил из-за этой ситуации. Я так понимаю, что мать была фанатичкой этого культа, а отец нет. Мгм. И я вижу, как в этом месте, где он показывает, вот, как бы раскручивается. Вот она танцевала, закручивалась в этом танце. И здесь я вижу, как она раскручивается, и ее просто слышу, яблочко вдруг. Ее энергосфера. А вот, это библейское яблоко, да, это символ, вот это укушенное яблоко, это как раз не буквальное яблоко, которое там где-то на каком-то дереве росло, да, а это метафора, которая показывает утрату целостности, гармонии с вселенским божественным миром. Мгм. И я Я вижу, по она вот в тот момент, где она так наклонилась на землю, как будто бы прямо с земли, как собачка ела. Она встает, смотрит, рассматривает эти черные энергии, вот так они как пиявки такие, да, и Мгм. она их так вот выбрасывает, выбрасывает, вот, и становится огромная такая. А эта вся ситуация с этим огромным престолом, с этим всем, все, я вижу, как это разорвалось. Это так, а что это за публичное действие? Ну вот эта оргия, да, оно считывается как публичное действие, как шар этот информационный разорвался, и она выходит. Я ей передаю, чтобы она расторгла контракты с Люцифером, приказывала ему и всем тем, кто виновен в ее потере жизни, гармонии, целостности, пусть и их руками забирают всю их ложь, все последствия, а она пусть вернет всю ее энергию. Я вижу, Мгм. как она забирает свою энергию, и я ей передаю, чтобы она выталкивала все чужеродное. Вот я вижу, как Мгм. она как энергия прямо такая живая, как будто бы вот капает. Ну, точно как энергия. Она вот так прикладывает к груди, к этому изъяну. Там как ямка такая была. Ну, точно как откушена. И потом я вижу, как это ее энергия, этот мешочек, как разрывается, красный, и вся энергия вот возвращается вот вниз ее живота, и ножки как будто бы срослись, вот так шух, Мгм. энергосфера замкнулась. Я ей передаю, чтобы она выталкивала все чужеродные энергии, расторгала этот контракт. Пусть она мне покажет, как она это сделает. Мгм. Спасибо. А она, я вижу, она показывает, что она как будто бы разорвала книгу и говорит чистое к чистому, а грязь к грязи. И разорвала и такую эту светлую часть, передает сектор первотворца, а эту черную туда, в портал. И я вижу снова эти листочки с этими месяцами, как эта Мгм. черная энергия распутывается, ну, письмо это. Это контракт. Мгм. Я вижу, что он закончился еще, когда она встретила Эля, Мгм. но там тоже был контракт, по которому она согласилась. На продление. На продление, да, то есть она не была готова, потому что так сработала матрица. Она, ну, как бы не осознавала это. Я ей передаю, чтобы она вернула себе жизнь, гармонию, расторгла этот контракт для себя и своего рода.
вытолкнула все чужеродные энергии, отдала карму за ложь, за обман. Мгм. И я вижу, как освобождается ее отец с того воплощения. Он буквально как будто бы кто-то ему протянул такую, как веревочную лестницу из сектора Первого Творца. И он ухватился рукой, а это ее высшее я, это она там стоит, как ангел. То есть, разорвав этот контракт, она Мгм. разорвала, помогла и вот этой божественной душе ее отца. И вижу, как эта ситуация вообще растворяется, как пепел, просто улетает, Мгм. а ее энергосфера обретает такую форму целого яблока. Вот этот Тор. То есть яблоко повторяет форму божественного цельного мира, и человек, как часть Вселенной, как маленькая часть, микроскопическая часть целой Вселенной, повторяет все эти принципы и формы. Мгм. Тор человека имеет такую же форму, как и яблоко. То есть Да. энергии протекают точно так же, как и в яблочке или там в другом. А, Это же плод. Плод – это дитё растения. Да, то есть и в каждой семечке этого яблока, например, есть уже заложена информация о взрослом дереве, и о всей Вселенной, и о всем, что происходит. Точно так же и в божественной части человека. Я вижу, как она примирилась с собой. Она как будто бы эту энергию, как кошечку, гладит. То есть примирение. Я ей передаю, чтобы она убрала из своего пространства все те притязания антимира к ней, расторгла все контракты, отпустила все эти ситуации, отдала на, как говорится, на суд Вселенной это все, Первотворца, а сама пусть освобождается. Мгм. И когда она идет, то выходит с этого, она вверх поднимается, и поднимается какой-то человек, и звучит Эль. Мгм. Сейчас я посмотрю, что Оч это означает. А он вслед за ней так поднимается. Тот человек, у которого, ну, с которым у нее вот был этот акт вот Мгм. тогда. А, я вижу, что это означает. Она как будто бы сняла, что между ними была эта вот связь, закреплена на физике. Вот оно идет мне все. Это как обручальное кольцо, которое было именно вот в ее нижней чакре, вот это соединение, да. То есть для этого им и нужны вот эти акты на физике, да, то есть эти ритуалы, повторяющие то, что происходит в эфирном плане. То есть не просто там о чем-то думать, мечтать, а именно совершить действие. Вот. И это кольцо уходит, растворяется, и таким образом она а, как бы освободила и себя, и этого мужчину от привязки к ней, и от привязки к этому действу. И этот человек, Эль, от его эта божественная душа, которая была там запечатлена в этой ситуации, тоже взлетает как ангел, тоже освобождается. Мгм. Сейчас Да. я ну вот этот момент, я зашла в тот момент, где она как бы приносила в жертву своего гипотетического будущего сына. Ну, Мгм. потому что они так и делали. Они вот был ритуал вот этого блудодейства, а потом этих незаконных детей приносили буквально в жертву этому валу. И я вижу, что она ищет, а этого ребенка нет. То есть отменился эта ситуация. Я ей передаю, чтобы она прошлась по всем генетическим кодам ее божественной сущности, стерла со всех информационных полей по всему роду от этого события и вверх
и до рождения ее сегодняшнего сына, Рената, пусть она сотрет все, я слышу, ситуации, где М. она могла бы, пусть она передаст своему сыну информацию по своим генетическим путям, очистит его, вот я слышу, от блуда. Какой-то Мгм. рождественский блуд. Что-то это связано с каким-то Рождеством. Мгм. Рождение. Вот оно что. Ну да. Вот. И вот она, я ей передаю, чтобы она очистила свой род, своего сына и передала по своим родовым путям. Вот я вижу, как будто на уровне талии, как будто такой обруч металлический взорвался и улетел. Мгм. И у нее появляются вот где есть талия, такие руки, и она как будто бы обнимает. И там целая земля. Вот как глобус, как земля голубая такая. Вот. Мгм. И снова я слышу это слово расширение. То есть я ей передаю, чтобы она передала эту информацию освобождения по родовым путям, потому что мы все родственники, все жители планеты Земля, все родственники. Пусть передаст в генетическое древо цивилизации человеческой эту информацию. Мгм. И она вот пишет много-много книг таких. Хорошо. И говорит мне вот так, глобальный контракт расторгнут. Отлично. И вижу, как она как будто слезы вытирает. Мгм. Улыбается, вот вижу ее лицо. Она счастлива. Я ей передаю, чтобы она наполнялась энергией собственной радости, жизни, гармонии, процветания. И пусть Мгм. наполняет весь свой внутренний мир и внешний эмоциями добра, гармонии, любви, созидания. Пусть вернет свой статус Творца на всех уровнях ее сознания, бытия, действий. Отлично. И вот она говорит, я ни при чем к созданию международной матрицы смерти. Я ей говорю, чтобы она очистилась от кармы создания этой матрицы, полностью уничтожила основу этой матрицы Мгм. и наполнила это пространство жизнью, гармонией, процветанием, намерением мира для каждой божественной души и эволюции к свету, к процветанию и к жизни, и к счастью. Мгм. Очищаем пространство, распространяем информацию. Ее энергосфера, да, такая плотная, огромная. И она Мгм. говорит, что ей нужно отдохнуть. Говорит, что она устала от притязаний антимира, говорит Люцифера, и его быков. Мгм. Вот почему говорят на этих таких людей, которые, говорят, быкует. Мгм. Насилие. То есть проявляет дух антимира, этого Ваала, Мгм. воинственного, да. Я передаю Валентине, что, ну, я буквально слышу ее аспекты, то есть у нее продуманные, проработанные аспекты, то есть она вот как бы нашла тот единственно верный путь, альфа-путь к самой себе и расторгла вот этот контракт. И пусть она передаст эту информацию, как это сделать, каждой божественной душе.
Потому что нет такого миссионера, который придет и спасет всех. Каждый должен пройти свой собственный путь спасения своей души. Мгм. Да, альфа-путь. Вот, и я вижу, как этот скребок уходит с ее пространства, которым она... Так, эту замороженную ситуацию. Я этого Это колдуна тоже отправляю на утилизацию, на аннигиляцию. Вот. мгм. Что еще? Поднимаемся вверх. Мгм. Посмотри, Виктория, все ли эти ситуации, которые проработали, отсоединяйся от этих ситуаций. Да. Да, она Мгм. расторгла контракт, опять мне показывает, я ее спросила, она показывает Мгм. и говорит, что ее жизнь – это чистый лист, что теперь она как бы прописывает свою жизнь как с чистого листа. А действительно так и есть. Ну да, эти ситуации Все очистились. отменилось, да, и вектор развития вот этих всех событий, он пошел в эфирном плане, в информационном, совершенно по другому пути. То есть она, Мгм. человек, ну, какую дорогу выберет, туда и придет. И она Мгм. говорит: я выбрала себя. Общается, говорит со мной. То есть мы постоянно вот это коммуницируем. Хорошо. Спросила Валентина, она проработала аспекты, которые приготовила? Она говорит, показывает на сектор магии, и говорит: моя мама пришла, потому что она выгнала меня из дому. Мгм. Это та же мама. Мгм. М. Оля, мама Оля сейчас, которая у Ну, нее. она вот так показала на свою маму. Мгм. Я ей передаю, Валентине, что она может помочь ее маме. Пусть она передаст информацию, что мама свободна от этого контракта и от всех последующих контрактов. И пусть переходит в самое светлое пространство, там, где отдыхают свободные души. О, когда она начала подниматься из этих жутких пространств, эта матрица начала как зверюга бросаться. Я ее отправила в портал на утилизацию и говорю, что контракт расторгнут, никто не имеет права вмешиваться. Мгм. Да, вот они получили как будто ляпас такой. Мгм. Хорошо. Очищаем пространство, поднимаемся максимально вверх. Да. А, Хорошо. Все ли Валентина сделала? Сделали мы все для Валентины на этом сеансе? Спросил у нее. Она говорит, да, и она показывает вот ее тор как яблоко. Ну, именно считывается яблоко, и оно сияет. Она вот так мне демонстрирует сверху вниз и говорит, что вернула жизненный код. Мгм. Потом показывает вот на сердце, говорит, что вернула истинное я. Я ей передаю, чтобы она убрала все те механизмы взаимодействия с антимиром, все чипы, импланты, пусть все выталкивает и возвращает всю ее силу, энергию, божественный жизненный код для себя, своего рода и передаст пусть информацию всему человечеству. Мгм. И опять она говорит, я живая. Замечательно. Да, Хорошо, Виктория. Тогда прощаемся с Валентиной. да.
Мгм. Отсоединяйся от всех и всего, поднимайся вверх, Мгм. проверь твое личное пространство. Все чисто. Мгм. Наполняемся энергией любви, жизни, гармонии, света. Мгм. Я посчитаю от 1 до 3, ты выйдешь в физическую реальность, где я с тобой разговариваю, и будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2, 3. Возвращайся. Хорошенький глобальный контракт, да? Был, в Я кавычках. просто не знала, да, если когда началась вот это на Ближнем Востоке, я поняла, что моя миссия и мой контракт вот этот. Я благодарю себя, что я доверила моему истинному я, и я не изменила вам, Викуля. Я благодарю, что я тебя встретила, и я сделала это, что я должна была сделать. Никого нету на Ютубе, кто занимается тем, чем занимаетесь вы. Я благодарна, что я помогла себе и моему роду. Спасибо, Валентина. Спасибо вам За труд. большое.